Есть один вопрос, который тоже давно у меня спрашивают, так про это сказать что-то. Конечно, все, что мы говорим, это напоминание. То есть это не является учением. Учитель и призывающий – это две разные вещи. Я считаю, что, иншаллах, если Аллах примет, то я занимаюсь призывом, напоминанием. Я не являюсь учителем, кого-то не учу. Учитель достает какую-то религиозную книгу и учит. А я просто напоминаю, делюсь теми пользами, которые у меня существуют. Вдруг кто-то также, иншаллах, поделится со мной. Часто получаем вопросы, как быть, заметь, от детей. Как быть ребенку, который видит, что его отец избивает его мать? Как быть? Я помню, как один из ученых говорил про своего отца. Говорит, я всегда папе говорю: папа, я тебя не прощу за то, что ты передо мной мою маму избивал. Ты для меня чужой мужик, который приходит домой и избивает передо мной мою мать. Ребенок же, он привязан к своей матери. Он же больше милости видит от своей матери. То он видит защиту, заботу от матери же большинство. И тут приходит какой-то мужчина, даже если это его отец. Ребенок считает его чужим. Избивает перед ним его мать. Этот ребенок либо вырастет каким-то плохим человеком, не буду использовать какие-то вульгарные слова, которые могут не понравиться людям, либо будет человеком, который будет причинять людям вред, либо будет замкнутым, а если ему повезет, то просто он будет не любить своего отца. У него будет недоверие к этому человеку. Что бы ни было, мужество и сила мужчины – это в том, чтобы он воздержался. Как бы это сложно ни было. Как бы вас не побуждали и вас не искушали, не принижали вот эти всякие женские моменты, которые бывают. Отвернуться, уйти. Встать, уйти просто. Поэтому это является одним из отвратительных дел, которые распространено. Я не слышал ни одного достоверного, я не слышал, еще раз говорю, не знаю доводов, рассказов, что пророки или ученые, сподвижники, кто-то избивал свою жену до крови, выгонял, избивал перед детьми, и дети маленькие со слезами, криками дома вот это все слышали. Эти вещи, те вещи, которые дети не прощают. Почему я опять же упоминаю про детей? Потому что вопрос как раз таки поступает от детей. Может, они уже взрослые, но поступает от них. Что вот не могут отпустить ситуацию, которую вот видели в детстве. Это не один, не два, не три, не четыре, не пять, а много таких ситуаций. Десятки, сотни даже. Ко мне десятки приходили таких ситуаций. Именно вопрос. Как мне отпустить ситуацию, чтобы забыть это? Поэтому я упоминаю это, чтобы показать отвратительность вот этой вещи, чтобы молодые парни, которые думают, что им все позволительно, что дети не понимают. Нет, дети все понимают. У вас там в вашей комнате что происходит, это уже вы между собой разбираетесь. Вы ходите перед детьми, у вас все хорошо, вы самые лучшие. Вот так должно быть по исламу.